Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков. И сегодня у меня подписчик под псевдонимом, который я читать не буду. Без обид. В общем, он мне скинул эту каточку и сказал, чтобы я ее прокомментировал, если что-то такое интересное добавил и тому подобное, и так далее, и так далее. Ну, все, короче, по стандарту. Поэтому что? Правильно, давайте погружаться в эту каточку. Всем приятного просмотра, кто, соответственно, кто смотрит, приятного аппетита, кто кушает, приятных снов, кто засыпает, и, соответственно, хорошего рабочего дня, потому что сегодня понедельник, хотя ролик выходит в 6 часов вечера, поэтому я думаю, что уже много кто не работает, просто едут с работы. Короче, неважно. Неважно. Мне уже на самом деле интересно, что это за каточка, и он написал, что мне эта каточка должна 100% понравиться. Ну что ж, погнали посмотрим. Со старта ему ЦМ-ка в 2 звезды пришла, сразу видно импакт. Ага. Ну, в принципе, окей. На самом деле, вот это вот отображение синергии мне максимально не нравится. Типа такое тупое отображение синергии, что просто диву даешься. Кстати, такой вот момент. Если вы хотите, так сказать, не брать медальон первого тира, то, соответственно, вы можете поступить следующим образом. Взять любой рандомный другой предмет, скипнуть его и выбрать другой предмет, соответственно. Если, конечно, вы фартовый как я, то вы, может, медальон получите 2 раза подряд из этих вот коробочек первого тира. Потому что я помню, как-то взял предмет рандомный, рольнул его, и мне упал опять медальон. Я беру снова рандомный предмет, снова его роляю, и мне снова падает медальон. Это вообще было 10 из 10. Так, ему приходят рыцари со старта. Вот этот вот рыцарь, я плеваться хочу на этого рыцаря, отвечаю. Я думаю, многие мое мнение разделяют с этим новым рыцарем. Если бы на самом деле убрали у него, точнее добавили ему, что у него скилл кастуется в зависимости от скорости атаки, то не вопрос. Не вопрос. Был бы хорошо. А неплохо так ему рыцари идут со старта. Может, это будет ранний баф людей? Типа ему реально очень круто идет все. Так вот. Если бы этому рыцарю сделали привязку к его скорости атаки, было намного круче. Но так как у него нет привязки к его скорости атаки, это полная дичь. Итак, у него легионка со старта, и в принципе у него отличные предметы под эту легионку. И если он будет здесь легионку показывать, то это будет развал кабин. Вы, соответственно, сами поймете по превьюшке, кто здесь будет, но все же. Мне интересно посмотреть, как он будет это реализовывать. И если на самом деле все хорошо пойдет, и у него получится эту легионку настакать урон. О, я просто представляю, какой там развал кабин будет. Вот сейчас уже он первый раунд выиграет и получит плюс 10 урона. А если ему сейчас еще вторая легионка придет, и 2 легионки будут выживать, а потом он их 2 звезды соберет. О, там столько урона будет, что неплохо. Халявные роллы со старта, это то, что доктор прописал. Правда, стол у него послабее будет, но все же. Рыцаря не хочешь продавать. А может сразу ты уровень возьмешь? И поставишь 2 тинкеров? Чтобы усилить свой стол наверняка. Ага, нового рыцаря продал, понял, что выйти в инкам. Ну, в принципе, окей. В принципе, окей. Так, звук игры делает потише. Баф людей, кстати. Я, кстати, не обратил на это внимания, но у него была Лина. Я был сосредоточен немного по-другому. На другое. Не, я бы на самом деле на его месте поставил бы баф людей. Типа, как по мне, баф людей намного импактнее сейчас в его ситуации. Он бы быстро брал бы себе 6-й, быстро 7-й бы взял. Ой, как ему хорошо баф. Ой-ой-ой, ему баф гоблинов упал на легионку, прикиньте. Но не миссуй. Не сдохни, живи. Молю, живи. Живи. Все, плюс 20 урона в копилочку просто. Сюда. Сюда эту прикормку. Ням. Беру свои слова назад. Если бы он сейчас поставил бы себе баф людей, он бы откис. Но... Видите, как хорошо получилось? Но, в принципе, знаете, как он может поступить? Он может поступить следующим образом. Он может сейчас... Ничего себе! Не, ну 2 легионки поставить... Кто вдруг не знает, короче, если 2 легионки выживают, они получают вдвоем стак пассивки. И, соответственно, когда вы апгрейдите ее в следующий уровень, то эта пассивка, она соединяется, объединяется, и вы получаете суммарный урон с этих 2 пассивок. Так что это можно абузить. Поэтому, если вы уверены в своем столе, можно ставить 2 легионок. Вот в данном случае у него сейчас было 2 легионки.
и он бы получил в каждой плюс 10 урона. Типа этот лайфхак нужно юзать. Но он поставил цемку, чтобы мана регенилась получше, и в принципе я с ним согласен. Ему так рыцари идут, обалдеть. Чтоб мне так рыцари шли, когда я планирую записать. Ага, выходит из инкама и берет уровень. Хочешь баф людей поставить. Хорош. Реально круто у него сейчас все. 3 меха, 3 гоблина, 3 человека. Сейчас бы мы еще легионку в 2 звезды, чтобы прям максимально ее настакать быстро. Это было бы вообще шедеврально. А может сейчас он на следующем раунде рольнет, и ему прилетит и легионочка. В самом деле, если собрать раннюю легионку, и, соответственно, у нее будет куча дамага с руки, ее можно и под гритеров закерить, и под троллей, и под рыцарей. Если в игре нету 9 охотников, то ты можешь вообще спокойно себя и валяжно чувствовать. Разваливать кабину только в путь. И там, и сям. И тут, и там. Риф можешь получить. Опять баф гоблинов на легионочку упал. Боже, только не ракетки, пожалуйста, только... Ой, сдохла. Хорошо. Все, у него уже 30 урона или 40 урона там на легионке. Это кайфово на самом деле, когда так рано ты можешь легионку настакать. Серьезно. Просто кайфули. И серьезно? Обалдеть. Не, ну теперь это будет люто. Если ему еще и хорошие предметы упадут, он здесь будет божить. Интересно просто, как он будет реализовывать эту легионку. Ее можно под гритеров, рыцари, троллей и тому подобное. Угу. Взял волшебника. Но в самом деле я сразу хочу сказать в защиту, то что, когда вы играете на легионке, очень важны предметы. Во-первых, у легионки неоправданно большое КД на тычку. То есть у нее 1,2 скорость атаки на тычке. Это очень много. Ей нужно как минимум сделать единичку, тогда она будет намного играбельнее. Потому что, ну, это слишком много, серьезно. Слишком. Не сдохни! Ай-яй-яй! Ну, там Тинкер 2 звезды. У него там посильнее стол. И Джаггер, и Тинкер. На Джаггера, в принципе, плевать, но Тинкер это имбулька. Тинкера аж бафнули, кто вдруг не знает. И Тинкер, ну, реально наваливает движа. Сильный паренек на Тинкере. Сейчас, на самом деле, Тинкер вкусный. Я его даже хочу как-то записать, попробовать под контент какой-то, но пока что не получается, к сожалению. То предметы не идут, то Тинкер не идет. Ну, у меня получилось как-то выйти в 50 монет плюс. У меня был 4 уровень, все такое, мне падает жезл Киры. И чтобы вы понимали, я в 2 звезды Тинкера собрал, только когда вот половина 6 уровня у меня было. Это вообще бред. В 2 звезды Тинкера собрал так поздно. Меня прям чуть не разорвало в тот момент. Я думал, лететь будет все в разные стороны. Там просто Тинкера апнули, на 3-м уровне у него 4 ракетки по 350 урона. И по сути, если взять посох 3-го тира, драконий рог, да даже можно без драконьего рога, но в целом, вот посох 3-го тира под Тинкера в 3 звезды, то каждая ракетка будет наносить 350 на 2, точнее на 3. Это 1050 урона одна ракетка. А там их 4, то есть это 4200 урона. Чел от счастья там даже ливнул. Не знаю, почему он ливнул, но ливнул. Расстановку не? Расстановку надо сделать. Расстановку надо сделать. Ну ладно. Я бы на самом деле всех ставил бы в середину, чтобы они дамажили центрального, потому что с центрального падает шмотка. Хочет, я так понимаю, полный баф людей себе сделать. И это, в принципе, оправдано. Почему нет? О, Кунка! Он реально может себе ранее баф людей фуловый поставить. Не, ну зачем? Ну за что ты так? Ну ты чего? Тебе ж так хорошо пришли люди. Поставил бы себе баф 6 людей. А это, короче. Хозяин барин.
По реликвиям я тут не подскажу даже. Типа, тут две реликвии классные, и сумка, и яйца, но... Яйца бы в лейте брать. Сумка, в принципе, на любом этапе игры пригодится, но только сумку надо брать тогда, когда ты готов ролиться, сидеть. А он ролится пока не готов, денег у него нет. Он бимж. Были бы у него деньги, тогда бы мог ролиться, а так нет. К сожалению. Но он может стоять с руками вот так вот и говорить: да подайте ради Христа. Так, брось каку, которую ты только что взял. Он друидик. Заабузил инчу, красава, плюс уважение. Обожаю, когда люди абузят инчу. Прям глаз радуется. Только не юзай эту... О, предмет, кстати. Ага, рольнул, окей. Ну ладно. Ого, у него там уже 75 урона настакано, это хорошо. Но протупил немножко в плане того, что ему, ну, все-таки надо было поставить баф фловых людей в конечном итоге, потому что у него сильный стол. О, Манки Кинга продал. Руку пожал. Руку пожал, приобнял. Еще одна цветка, это хорошо. Не, ну ему так рыцари падают, обалдеть. Но легионка у него уже огромная. Предметы тоже неплохие. Ему бы на 15 уровне еще Мейлшторм бы получить, и было бы вообще 10 из 10. Панду взял. Интересно. Интересное решение взять панду. Телеграм-поведомление. Так, ребятки, когда скидываете запись, включайте режим не беспокоить. Договорились? Договорились. Обнял, приподнял за это. Кстати, я совершенно забыл эту фразу сказать. Ребята, если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение, ссылка на запись в моем телеграм-канале. Я там все подробно описываю, что нужно для этого сделать, поэтому если вам это интересно, переходите в мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, там я пишу когда стримы, обновления игры, и самое главное, это чат комьюнити. Ну и, соответственно, соблюдайте эту запись и скидывайте ее мне, и я буду ее смотреть, и комментировать, и выложу. Вот так вот. Только обязательно, ребят, проверьте качество записи. Чтобы она не была мыльная, чтобы не было 30 FPS. То есть, ну, чтобы было красиво. Чтоб я, знаете, не смотрел и просто фейспалм держал на своем лице. Чё-то, короче, удача по легионкам его покинула. Ой, это чё с винстриком? Заберешь? Наверное, нет. Нет. Ай-яй-яй. Ну, был бы у него чуть-чуть сильнее стол, он бы забрал. Но, к сожалению... Чего нема, того нема. Ну, да, конечно. Конечно. Когда ты уже сдох, ты, естественно, ну, как бы... Короче, вы меня поняли. Эх, ох уж это усиление. Ох уж это усиление. Да. Знаете, какой он может здесь билд делать? Он реально может поиграть через гритеров. Он, конечно, редко чекает, что там кто собирает. Но если там не будет 9 охотников, он может спокойно сыграть на гритерах и кайфовать. Либо же рыцари плюс тролли. Тоже классная сборка будет. Кстати, если что, ранг какой у него, я не знаю. Он, если что, напишет в комментариях, какой у него ранг. Давай, Мелошторм. Усиления нет, не слышал.
Нужен Майлшторм, давай. Вытяни его с первого раза. За предмет не забыл, не? Предмет? Предмет? Хрень все. Лучше бы уже взял в таком случае щит. Хотя импакт есть, забашил только что чувака. Давай еще один баш. Отрабатывай. Тебя взяли, значит отрабатывай. Хорош, 2 баша дал, хорошо. Ну все. Все, забирай свойство назад. Башер работает. А то сижу, наговариваю здесь на башер. Опа, сюда. Боже, на людей мы там отлично шли. Жалко, конечно, что он решил рольнуть людей всех. Мог бы 6 людей поставить. Вот на 7 уровне, допустим, у него уже был бы баф 6 людей. А так как у него такая огромная легионка, он мог бы спокойно идти в уровень. Я думаю, просто не подумал об этом. Леончик. Ну, в принципе, чистый урон, почему нет? О, наверное, сейчас подумал о том, что он может поставить себе баф людей. Через волшебников. Убрав полностью гоблинов. Я так понимаю, он хочет сделать его под ведьмаками. Легионочку эту. Ну, тут дефолтные боги-орки. Через морских. А тут, знаете, сейчас тут собирают богов-орков, все такое. А тут легионочка с 1500 урона. А? Тут, конечно, его так налупасили из-за того, что там 6 воинов. Ну, ничего страшного. Ой-ой-ой, типа сбили винстрик. Обидно так-то. Так-то обидно, что там сбил вот этот Михаэль винстрик. Угу. И в уровень дальше. Нормас. ХПшка у нее позволяет, все окей. Ну, по реликвиям здесь, конечно, игра такая, 50-50. Реликвия яиц неплохая. Минус типочек, плюс урон. Зарезал. Не, ну когда легионка будет огромная, я сочувствую. О, волшебники, став людей. За что ты так со мной? За что ты так со мной? Ай, да и хрен с ним. Не, ну ты мне все равно ответишь, почему ты баф людей не ставил. У меня к тебе вопросики. Легионка тупо проснуться не может. В вечном слипе простоял, прикиньте. Надо немного расстановку будет поменять ему. Поменяет расстановку, все будет чики-бомбони. Зачем винга? Я так понимаю, кстати, про легионку ты не знал, что ее можно обузить. Если она выживает, что урон стакается, когда апгрейдится. $150 урона уже настакал. Неплохо, неплохо. Чисто башер с первой тычки. Сюда. Правильно, отрабатывай. Тебя же взяли, поэтому ты должен отрабатывать. Гастарбайтер. Сюда эту прикормку. Пойдет.
Яички хорошие, реликвия. Будет брать, интересно? Будет. Но у него 2 отличные реликвии. Теперь как он поступит, вопрос. Ага, забанить что-то хочет. Квапа тоже отличный персонаж. А кого банить хочешь? А что там вообще у ребят за столы, как бы? Я вот сейчас не понял, что там у ребят за столы? Можешь показать? Очень редко чекаешь составы твоих противников. Очень редко чекаешь. Баф ведьмаков. А зачем тебе сейчас баф ведьмаков? У тебя ж не будет чистого урона у всех. У тебя будет только чистый урон у твоих ведьмаков. И то не у всех. Ой-ой-ой, Зевс. Собаку продай. Идеально застанил Квапу. Ну, скажу так, он взял башер 2-го тира, и башер 2-го тира окупает себя. Я так понимаю, сейчас он будет ролиться. Инчу купишь? И одного друидика. Купит. Хорош. А что дальше делаем? Ага, ролимся. Ханчик. Но ему неплохо идут легендарные фигуры. Зачем хан? О, там тролль 5 есть. Хочешь ведьмаков поставить? Эм! Отлично. У меня аж голос изменился, когда я эту фразу сказал. Точнее, произнес этого. Это заклятое имя, антимаг. Ну да, когда он поставит себе ведьмаков, ему станет попроще. У него хотя бы урон появится с руки, когда воины приходят. Потому что когда воины приходят, у него слезы, а не урон. Еще и 60 хп осталось. Да все, надо тебе ломать синергию у людей. Люди тебе уже не нужны. Как мне не нравится вот это вот отображение синергии, если честно. Такая... Зачем ты собаку? Плюс яичко. Ну вот, кстати, сейчас апни себе легионочку через яйцо. Хотя лучше не апай, может тебе еще яички придут. Либо же легионки, 2 штучки придут. Ну вот, уже с чистым уроном нормально себя чувствует. 3500 урона. А сколько у него урон в тычке? О, Винстрик! Сюда эту прикормку. Вкусненько. Яйцо еще одно. Давай еще пару легионок. Ой, еще одно яйцо. И легион. Ой-ой-ой-ой-ой, все. Теперь давай делать троллей. А? Давай троллей сделаем. 20% пыптик. Я знаю, что это батарейка. Но будет пыптик. 20%. Легионка от 3 звезд. Ну кого он будет ставить в комбинацию? Я бы на его месте все-таки ставил бы троллей. Но я просто не вижу, что у него там за враги, там, потому что они вообще собирают. Он играет вслепую. Очень редко чекаешь стылы противников, и это плохо. Типа, да, у тебя какие-то, ну, без обид, они какие-то немножко, ну, вафельки. Вафельки, потому что ты их вообще не чекаешь. И ты их каким-то образом еще и выносишь так. Не чекая, тупо не глядя. Вслепую. Ну, у тебя, допустим, сейчас медальон, ну, может, демонов, кстати, взять. На минус броню можешь выкинуть. Там на минус броню выкинь предмет. Зачем тебе предмет на минус броню? Он же бесполезен. И проверь там столы вражеские. Если там нету, соответственно, жрецов, перекинь нормальные предметы в легионку.
Так, я жду, что ты ответишь мне как топ не один. С таймингами и на все мои вопросы. Ты на допросе, понял? Деньги Ух. Я думал, он мне сейчас и деньги не соберет. Ты бы не покупай, он тебе не нужен. Хорош. Не трогай! I'll exorcise every last demon. Но ТБ не покупает. Хорош. Значит, что-то знает. Знает, что если он возьмет ТБшку, то есть вероятность того, что его ТБшка перевоплотит Легионку. А если Легионку он перевоплотит, то, соответственно, он будет орать на всю округу. Двойные клыки хороший предмет, но он тебе правильно не нужен. Да посмотри, что там, кто там вообще против тебя, и потом роль предметы. Череп хорошая тема, кстати. 500 урона у него с руки уже. Хорош. Нормально так пассивка набилась. У меня сейчас нервный тик уже скоро будет. Почему ты не чекаешь своих противников? Так, ну дефолтные боги орки. Покажу здесь просто орки. Не, ну легионка у него огромная. Вы посмотрите, какие куски отрывает. Был бы у него еще Мьёльнир, криты, все это 5-го тира, еще и щит 5-го тира. Вообще бы развал кабины был. Он Винстрикс бил, кстати. Я не заметил на секундочку, что он Винстрикс бил. Ну и не надо, значит. Баф людей поставь себе фуловый. Баф людей... А, ну не можешь ты поставить его, точно. У тебя ж ведьмаки, поэтому нет смысла от них. Чуть сам себя не переиграл. У меня просто, знаете, небольшой триггер на баф людей появился. Почему? Потому что он не поставил их в моменте. И у меня прям чуть слюни изо рта не повылетали. Хотя я думаю, не повылетали. Просто я не заметил. Итак. Что быстрее закончится? Его зарядка на телефоне или катка? Вот такой вот у нас вопрос сегодня. Вот такая у нас сегодня викторина. Угу. Боги через кунку. Нет, квапа. Кстати, тут 6 богов, по-моему, если не ошибаюсь. Ой-ой-ой. Да, тут 6 богов. Ай-яй-яй, боже. Ну, жестко, да, жестко. Гридеров надо ставить. Хотя, если он гридеров поставит, то не будет пробивать чуваков. Ну, я просто не вижу, что там за противники, что они там собирают. Классная замена. Хочешь 6 рыцарей поставить? Интересно. Не, ну первый баф рыцарей мог бы и оставить. Хуже б не стало, это уж точно. Что это было? Ой-ой-ой, хорошо, отхиливается, отхиливается. Давай, 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 давай. Нормас, нормас. Души, души. Что, зря у тебя 500 урона с руки? Души, режь. Хорош. Опять этот... как этот тролль-жрец триггерит? Опять антимаг.
Там Урма, походу, играет на 6 богах, потому что у нее там и Кунка, и Квапа. Квапа очень жесткая там. Нормально, распилил. На последних секундах. Ну так... Фух. Я в моменте думал, что ему игра сейчас засчитает ничью. Вот что-то, знаете, у меня такой в моменте моментик был. Так а ты можешь поставить себе, если что, 4 рыцарей, кстати. Купи Киос Найта, поставь себе с Драгонайтом, и, соответственно, у тебя будет 4 рыцаря сверху. Если ты хочешь так. Он хочет 10 взять. Окей. Честно, у меня так руки чешутся посмотреть, кто там что собирает. Так, ну снова боги-орки, через морских, через воинов. Но у него уже огромная легионка, поэтому как-то плевать. И на воинов тем более плевать. Так, минус Михаэль. Покажи своих противников. Ну покажи их. Ну дай посмотреть. Ну одним глазком, пожалуйста. Ну, тебе, в принципе, все предметы тут особо не нужны. Тебе либо Мьёльнир искать 5-го тира. Либо щит 5-го тира, чтобы контроль все сбрасывать и тому подобное возвращать. Плюс какой-то хп-реген будет. Не, да, вот так вот. Вот так вот у тебя будет 6 людей, по-моему. Да, 6 людей. Но огромная у него легионка. Но я думаю, Урма может его спокойно загасить. Я просто не вижу, что там у Урмы и тому подобное. Я не могу ничего из этого сказать. Но прикольно то, что у него легионка огромная. Мне нравится. Мне нравятся необычные билды, и когда вот такая вот огромная легионка. Мне очень это нравится. Рейд ночных зверей. Хорош. Я думаю, до 35-го раунда вы протянете. Ты уровень, в принципе, можешь брать. Угу. Ну и все, один раунд потерь. Маску. Ну, перчатка классная. Ну только у тебя есть чистый урон. Ладно. Но ему фартануло на перчатку. У меня в сегодняшнем дневном ролике мне не фартануло на перчатку. Поэтому, кто не смотрел дневной ролик, ребята, я рекомендую его посмотреть. Я думаю, вы останетесь максимально довольными. Чем здесь Зевс? Короче, реально, кто не смотрел дневной ролик, я рекомендую посмотреть, потому что там максимально эпичный батл. На гритерах, как раз просили на гритерах каточку, вот на гритерах каточку я, скажем так, и записал. Итак, что там Урма выиграл? Урма ему там проиграл? Ого! А это интересно. Вот это ж тупейшее окаменение, прикиньте. А зачем Манки Кинг? Зачем тебе вот эти вот собаки? Там, о, тролль. Бери тролля 5, пригодится. Поставишь себе потом троллей. Будет сильнее. So does the art of ice fire. Я вообще не понимаю, что он собирает, но это работает у него, прикиньте.
2 раза ему вертолет пришел, кстати, вот типочек. А, там Дум в Квапу прилетел, из-за этого он его разорвал. Хотя инвокер там накидывает вечное без руж. Pay attention, you might learn something. Сказать, что я в шоке? Я думаю, вы сами это прекрасно понимаете. Давайте с вами поиграем в игру. Вы в комментариях напишите, какой это ранг. Я думаю, это ранг ладья. Ладья 4 где-то. The chakra, I mean magic, ends here. Ну все, в принципе, ладья 4. Я думаю, это уровень игры ладья 4. Не конкретно про вот этого игрока. Ну, в целом, к игроку у меня тоже вопросы есть. Они не критические, но они есть. Во-первых, не чекает столы противников. От слова совсем. Он не чекает их билды и вообще плевать как бы на это. Это плохо. Странные синергии. То есть можно сделать себе обра-мега сильный стол, но этого не делает. Он же может усилить себя еще намного сильнее. Может поставить себе рыцарей, к примеру, да? Раз он играет уже через плотность и все такое. Но у него просто суп-набор какой-то, а не стол. И не синергии. Кримсон, кстати, который ему упал, вот этот предмет 4 тира, это тоже прикольный предмет. Но он не всегда, знаете, желанный этот предмет. I've heard that there's a place where witchers are blind. Короче, единственное, на что я прям хочу получить ответ, почему ты не смотришь на столы противников, что они собирают и тому подобное, и почему у тебя такой странный билд сейчас. Какая-то каша, какой-то суп-набор. $420 урона у легионки сюда. Я думаю, это еще не предел. Бесконечность не предел. Кто напишет в комментариях, откуда эта фраза, а? О, он двоим пришел. Урма даже вышел из игры, там думает, такой, да ну его в баню. Но Богорка он здесь лупит беспощадно. Там просто наказывает. Или... Прикиньте. Ну такого бы не произошло на самом деле, если бы у него был немного другой билд. I am the Собрал собаку, продал собаку. Нормальная тема. Приветствую. Я так тоже делаю. Итак, человек из стали там остался. Супермен против него. Кто ж кого? Ну, я думаю, он спокойно его порвет. Сейчас ему предметы хорошие упадут, ему еще тонна предметов 3-го тира упадет, еще 4-го тира упадет. Короче, я думаю, он спокойно его порвет. Элементарный БКБ сейчас ему упадет, он просто порвет. Или предмет 5-го тира, там, не знаю, щит, кираса, бессмертие. 10% на телефоне осталось. Пыпка. Быстро он его, конечно, порвал. Там у Леона 4200 урона на секундочку. Кольцо прикольная тема, но я думаю, будет скипать. Я думаю, скипнет. Не? Взял башер. Интересно. А зачем тебе отхила столько? Фартануло на щит. Тут фартанул. А что? Ну да, только хотел сказать за расстановку, но уже сразу поменял расстановку. Зачем тебе маска 2-го тира?
Ну, ай-яй-яй, как фартануло. Видели? Как же ему люто фартануло только что. На одном хп, но у того паренька были все шансы выиграть эту игру. Там прям люто разваливал. Король 1 ранг. Так, на вот этом вот моменте ролик, к сожалению, обрывается, потому что записи дальше нету. Я думал, хотя бы покажет игровую статистику, типа, кто против него играл, какие там синергии были и тому подобное, потому что эта загадка осталась до конца игры, потому что ты не чекал противников своих. Поэтому, если в следующий раз будешь кидать запись, обязательно концовку показывай нормально. Показывай, кто там что собирал. Показывай их предметы, вот хотя бы первые 3 места. Показывай, какие у них там предметы, у кого где что находится. И потом переключись на синергии, чтобы мы хотя бы понимали, что происходит. В общем, по каточке. Мне она, в принципе, понравилась, потому что это необычная легионка. То есть легионку ты не каждый день увидишь. И притом на ранге король 1. Я вообще удивлен, как у него легионка так дожила. Вопросы. Почему не чекаешь игровую статью? Короче, я в течение игры давал свои вопросы и тому подобное. Просто скажу свое мнение. Мне, в принципе, понравилось. Сыр-бор какой-то был непонятный. Суп-набор тем более еще какой-то непонятнее. Ну, в целом катка мне понравилась. Но она не скилловая, а просто вот для души, можно сказать. Отдушина по поводу легионки. Вот и все. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте на меня подписаться, поставить свой лайк и комментарий от 3 слов, если вам даже нечего добавить, чтобы поддержать меня и чтобы ролик продвинулся в тренды рекомендации. Также у моего канала есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!